Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Рыбы. Мои дорогие рыбы и рыбки. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 сентября. Давайте узнаем, что же подскажут карты. Вообще месяц сентябрь – это время свершений и много работы. Но и возможности, когда решить многие вопросы. Причем те вопросы, которые будут служить вашему прогрессу, вашему продвижению. Ну да, где-то не замечтаться будет тоже очень важно. Но вот смотрите, могут быть и неожиданные какие-то события. Не устроить себе глубокую философию на мелком месте. Может быть, и придется, как будто вот непонятно, открывает или закрывает грот. На вас будут воздействовать разные люди. Как будто, знаете, как перетягивание каната. Вы посередине. У вас то вправо, то влево. А для вас нужно определиться, перед кем вы закроете этот грот, или с кем вы не будете продолжать диалог, или постепенно выходить из этих отношений. Ну, а с кем вы будете более великодушны, или это имеет смысл. Консерватизм идет у нас по королю Пентаклей. Держите, ну, как в фокусе внимания финансовые вопросы. Здесь придется явно что-то считать. Но перед вами как будущее открывает возможности, но ведь это всегда карта выбора. И все же, когда сложный выбор и выпадает восьмерка кубков, мы его можем сделать. А если мы не видим выход для решения какой-то ситуации, он будет найден. Не переживайте. Фу, с такой-то картой вам море по колено. Но море-то по колено. Но да, тут надо даже и в этой воде по колено быть очень аккуратному, потому что быть дипломатом. Вы маги, волшебники или мнеската, как у мага. Но обратите внимание, договариваться придется. Лев – прообраз эго. И он подчиняется девушке, мы знаем, только лишь потому, что не чувствует агрессии. Дверь закрыта. У нас сегодня 78 дверей колода, метафорические карты. Открыта дверь или закрыта. Принципиальное значение. Карты нам передают. Дверь откроется, когда вот буквально договориться со львом. Так вот, агрессии от вас не должно исходить, решая любой вопрос, ну, обсуждая любую тему. Будьте великими дипломатами, и все двери будут открыты. Ладно, или договориться получится. Для мужчин так косвенно может означать важная женщина, девушка в вашей жизни. Для вас же, молодые, мои дорогие девочки, это, знаете, внимание будет приковано, больше внимания противоположного пола к вам. Это вы магнетизмом по аркану силы обладаете. Ладно, мы идем вперед. Если я сказала много работы, то второй момент, или наоборот первый, очень существенный, это наши уязвимости. Уязвимость – это то, что мы никому не расскажем, то, что мы храним подальше от глаз и вообще ни с кем не обсуждаем. Но вот этот своеобразный триггер или болевая точка – это то, что нам мешает идти вперед. Или это власти предубеждения наших собственных. Мы во власти находимся. Значит, у нас сейчас эпоха перемен, хотим мы или нет. Поэтому это не просто где-то там, в внешней среде перемены. Нет, это то, что и на нас оказывает влияние. Нам приходится что-то согласовывать, нам приходится общаться с разными людьми. Значит, новые диалоги выстраивать в новом формате. Поэтому, а вы как раз умеете перестраиваться. Ваша сильная сторона, когда вы можете, ну, даже рассмотреть какой-то альтернативный вариант, или вы не подходите с предубеждением к конкретному человеку. Вы люди, наделенные эмпатией. Вам это должно помочь. Но, тем не менее, какая-то встреча с вашей собственной тенью может произойти. Ладно, первые три карты. Три знака судьбы. Давайте узнаем. Для рыб и рыбок. Знаки судьбы с 1 по 10. Первый знак судьбы. Может быть, это будут какие-то события. Или сфера жизни, которая у вас выйдет на первый план. И третий знак судьбы или главное событие. Но мы эти карты откроем в самом конце. А сейчас, мои дорогие, что прояснится? Давайте зададим такой вопрос. В свете планетарных транзитов мне хочется задать именно этот вопрос первым. Что прояснится с 1 по 10 сентября? Что уйдет? А что придет взамен? И по основным сферам жизни.
Это у нас любовь и личная жизнь. Финансы. Сфера ваших достижений, учебы, работы, согласований, документов, у кого что. Все дела. Так что же прояснится? Ну, вы правда маги и волшебники. Не случайно аркан сила перевернулся. Дверь закрыта. Ну, так это маг ее открывает и закрывает. Маги вы. Но кодовое слово. Это есть какая-то тайна. Ваша личная, собственная, которую вы никому не говорите. Ну, может быть, это и есть какая-то уязвимость. Но вообще-то туз жезлов может говорить о том, что вам какое-то решение действительно придется однозначное принимать. Может быть, это обстоятельства на вас так давят как-то, да? Или какое-то решение. С одной стороны, ведь это у нас открываются какие-то возможности, но сделать это может быть тоже сложно. Почему? Туз жезлов – это наша решимость, и мы делаем первый шаг. Мы не просто где-то в мыслях там, да, с чем-то определяемся, а это уже идет какая-то активность. И часто туз жезлов – это как демаркационная линия. Делит нашу жизнь на период до и после. Может быть, какая-то новость у вас прояснится. Может быть, и сама по себе новость. Какое-то дело, задумка, куда я иду вперед. Но что-то основополагающее здесь может проясняться. Может, кстати, и проясняться, потому что вы услышите что-то. Или как весть какая-то придет. Или от конкретного человека. Или просто для кого-то, как в средствах массовой информации. Вы здесь все равно видите новые возможности. Но вот вопрос, как это переложить или сложить какой-то красивый узор с вашими намерениями. Вот что-то подобное по вашему прогрессу вы будете продолжать. Что уйдет? А ведь и правда какая-то новость случайно услышанная, может быть. Дверь закрыта, но только не для девушки нашей, не для вас, мои дорогие. Это как сорока на хвосте принесла, да? Или сарафанное радио, мы говорим, работает. Может быть, это вообще кто-то обронил случайно фразу, а вы находитесь, ну, в общности людей, которые чужие вам. Ну, кто-то сказал вслух, может быть, чуть громче, чем обычно, а вы это услышали невольно. И ваш-то вот собственный пазл складывается. В нашей жизни бывает и так. И я что-то подобное в эти 10 дней не исключаю. И это словно, ну так, знаете, по щелчку, эврика. Вот теперь я знаю как, какой-то ноу-хау. Тут, правда, будьте внимательны к любой информации. И это не говорит карта, что мы сразу доверяем. Нет, вы маги-волшебники, помните это. Значит, перепроверяем, узнаем. Но даже то, что от нас было скрыто, мы можем узнать. Вполне вероятно. Или, может быть, это о каком-то человеке. Но это такое приходящее. Это один какой-то момент. Но он может оказывать существенное влияние на вашу жизнь. Но после этого ваши действия, опять же, требуются. Ведь это пришло известие, новость или что-то, да, как какое-то, ну, может быть, чье-то даже решение. Мы вот не знаем, с чем это. Тут у каждого по-своему. А потом вам нужно как-то с этим взаимодействовать. А тут услышал, ну и все на этом. Ну, значит, какая-то активность дальнейшая требуется. Так вот, что придет взамен? Вам с чем-то явно нужно разобраться, не теряя времени даром. Вы можете просто поставить что-то на паузу и думать, что, ну нет, это я подожду. По пажу кубков у нас проигрываются люди. Вот, кстати, это может быть просто информация, которую вам нужно, я говорила, да, перепроверить. И по пажу кубков это еще что-то, как, ну, как незрелое. Может быть, это вам какие-то свои намерения выложить более устроенную цель или в какой-то тезис-план. Одного желания мало, одной новости мало. Вот об этом говорят. Пажи – это тоже вестники. Это может быть одна новость, а следом какая-то другая. Но пажи – это ученики. Поэтому нам и человек показан, и неважно в каком возрасте. Здесь тоже в достаточно солидном возрасте и с опытом как бы человек, а тем не менее с лозой ходит. И это современная колода карт. Для него же, по сути дела, закрытых дверей нет. Ну да, он ищет воду, как бы недра, да, земли, он пытается исследовать. Но мы говорим о современности. В наше время не с лозой ходить, время терять даром, а 1000 способов есть,
чтобы быстро добыть эту воду и пользоваться всеми благами цивилизации. А тут убивает именно человек время. Не убивайте время. Может быть, и будет такой соблазн, что ну я еще подожду. Тогда карта вам будет давать совет: ты теряешь время. У тебя, знаете, есть возможность, а завтра возможности может не быть. Вам нужно с чем-то определяться. Я вижу так. Но для этого еще неплохо бы дополнительную информацию изучить, что-то. Тут не получится, знаете, вот так вот каким-то штурмом решить вопрос. Возможности есть, а вот методы вам нужно продумать. Любовь и личная жизнь. Ну, прекрасно. Для тех, кто в паре, человек семейный. Ну, или, может быть, это есть пока какая-то дружба, да, отношения, которые развиваются. Ну, здесь все может идти в более или переходить в более серьезный формат. Вы можете задуматься о том, чтобы проживать вместе. Дверь закрыта, но это ее закрыли. От тех, кого не хотят видеть. Это нам показана семья буквально. Я же называю часто праздник после победы. Может быть, ищете жилье, найдете жилье. Какие-то все же имущественные вопросы вы сумеете решить, согласовать или выход какой-то. Но, может быть, вот выход по части личной жизни, кстати, у кого-то, или связанная, опять же, с местом проживания, пребывания. У кого-то может быть и работа на дому одновременно. Тут много составляющих, потому что жезлы – это больше наши достижения, дела, работа, бизнес, но все то, что мы еще с вами увидим. Поэтому выпадает на личную жизнь. И вполне вероятно, работа на дому – это вы определяетесь, где, что, как, с кем. Ну, тут тоже такой момент может быть. И тогда это тоже где-то на личную жизнь оказывает влияние, когда в одном месте и работа, и дом, и семья, или пусть даже вы один, но все равно тоже определенные сложности есть. Но праздник после победы будет, мои дорогие. Ладно, финансы. Финансы. На финансы помощь. Вообще иногда говорят по шестерке пентаклей помощь высших сил. Это, знаете, как высшая октава баланса. И мы можем на одну чашу весов положить 3 и на вторую 3. Вот это баланс. Иногда по этой карте помощь. Человека конкретного нам кто-то помогает, оказывает содействие. Или взаимопомощь, взаимные какие-то контакты, подарки. Ну, вообще получение денег, может быть и так. Или изменение вашей финансовой истории. Возможно, вы что-то и изучаете, как исследуете. И в последующем, значит, это нужно продолжить, да, вот я об этом говорила. Потому что вот эти новые какие-то знания вы переложите на практику и в последующем можете получить финансовый доход. Единственная карта говорит: помни, рука дающего завтра станет рукой просящего. Поэтому, если вас подводят к какому-то итогу, участию, одолжают денег или просят за что-то заплатить, будьте внимательны. Или денег мы не увидим, или вернут, но не сразу, или вы можете об этом пожалеть. Тут, знаете, мы кумулируем эту энергию. И финансы, деньги – это один из способов взаимодействия с миром. И если мы даже на работу перекладываем, да, мы куда-то потратили время, силы, энергию, мы что-то проделали, и мы получаем в виде финансов этот эквивалент. То есть взаимообмен идет по этой карте. Вот если нет с кем-то взаимообмена, то и не нужно нам туда идти, вот как будто так. Тут мы можем ошибиться, хотя энергия на деньги прекрасная. Ваши достижения. Работай, у тебя все получится. Вообще, мои дорогие рыбы и рыбки. На работу, на деньги, шестерка пентаклей, восьмерка пентаклей. На возможность заработать, определиться с работой, вторичный доход, источник заработка. Здесь все с плюсом. Но потребуется ваша настойчивость. Настойчивость, причем и внимание к деталям. Инструкция, детализация. Мы по этой карте, опять же, да, вот здесь, тут вы сами закрыли дверь, здесь закрытых дверей нет, да, тут тоже буквально подарки. Здесь нам стеклянная дверь, ее можно открыть, она не закрыта, а туда вход возможен каждому. Но мы можем, тем не менее, быть со стороны любого персонажа, хотя больший акцент, конечно, на мастере делают. И тот мастер, который продолжает свою работу, неважно,
Какие там причуды у клиентов? Вот этот молодой человек, который почему-то голову Архара себе решил сделать тату на спине, обозначил, что называется, себя. Вот эта девушка-неформалка, которая тоже с тату, без волос, стоит, наблюдает, так вот усмехается даже, может, думает, ага, вот молодец. Так вот было бы сомнение, а тут ты сам себя обозначил. То есть, ну, мы можем долго размышлять, кто что подумал, а мастеру все равно, хоть камни с неба. Он продолжает свой труд. И более того, он ни от кого не прячется. Он продолжает работать настойчиво. Он знает, что ему это приносит доход. Вот у вас какая-то, может быть, мы ведь говорили про изучение. Может быть, изучение совершенно чего-то нового. Или вы недавно приступили к какому-то новому делу, проекту. Продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Если вам это нравится, если вас это увлекает. Но, может быть, детализировать нужно, уделить внимание мелочам. Мы часто думаем, а, это ерунда, это какие-то мелочи. А потом раз тебе, и с мелочи, из мелочей складывается что-то крупное. Поэтому здесь и мудрость, здесь и настойчивость, здесь и какая-то детализация вам помогают. Не только в дне сегодняшнем, но и в дне завтрашнем. Ладно, давайте узнаем знаки судьбы. Первый знак судьбы. Ну вот карты живут своей жизнью. Эти карты у нас переворачивались. И если вы ищете сложный выход, вы его находите. У кого-то переезд, перемещение. Может быть и в принципе много поездок. Но хотя нет, тут больше идет какое-то ваше важное решение. Вам его нужно принимать. Не застрять в прошлом. Не терять времени даром. Может быть и выбор сложный. Чаще так и бывает. Но мы идем налегке куда-то, мои дорогие. Может быть, для кого-то это как подсказка. Для вас мир открывается, возможности. А мы можем подзастрять. Мы можем думать, нет, это мне показалось. А тут не показалось. Тут, скорее всего, нужно перепроверить, что-то просчитать. Причем просчитать, не теряя времени даром. Вот где-то вот этот дуплет нам об этом говорит. И двигаться вперед. Вот так. Это как знак судьбы. Второй знак судьбы. Увеличить свой доход. Мы только с вами об этом говорили. Девятка пентаклей. И еще и сохраняй. Нам это как вы сами открываете двери своего богатого дома кому-то. И кого вы захотите впустить, значит, вы будете с этим человеком контактировать. Ну, а перед кем-то вот такие красивые, шикарные двери. Может быть, вы и закроете. Девятка – это преддверие, прелюдия перемен. Впереди будут перемены. Может быть, для вас вот эти 10 дней, мои дорогие рыбы и рыбки, архиважны определиться. Потому что потом будут перемены. Потом будут какие-то другие задачи. И не сделав чего-то важного в эти 10 дней для себя. Потом вы можете отложить на потом, и это не будет для вас какой-то плюс. Но если мы говорим денежная тема, она как будто здесь решается. Но это имеет значение на будущее. Это не деньги ради денег, а это только та сумма, которая вам нужна для вашего собственного прогресса и чтобы себя в этих переменах, ну, более уверенно чувствовать. Третий знак судьбы. Отпустите то, что заканчивается. Может быть, нам вот как новость мы услышали, или когда мы узнали какую-то тайну, или пусть мы ничего не слышали, но в нашем сознании, знаете, это как переключатель какой-то сработал. Ну, я надеюсь быть правильно понятой. Что я имею в виду? Мы могли быть, вот власть предубеждений, мы могли быть уверены, пусть даже в каком-то человеке. Или сложилось у нас какое-то мнение – или о ситуации, или о человеке. И мы думали, что ну так будет всегда. Или мы абсолютно правы. У кого-то побудительный мотив, новость, а у кого-то вот когда у нас в нашем сознании как будто происходят какие-то вибрации невидимые, и вдруг у нас открываются глаза. И мы понимаем, а нет, это что-то тут не то. Я представлял или представляла несколько иначе. Поэтому тут не будет. Я совершал ошибку. Вот, может быть, для кого-то вот эта уязвимость – это когда в какой-то своей ошибке. Но это как, знаете, какой-то, может быть, повтор. Если говорят, один раз произошла ситуация, то это случайность. Если два, то явно есть взаимосвязь. А если три, то уже закономерность. Вот если уже какая-то есть закономерность, ну или даже два жезла, тут как минимум нужно подумать всерьез, а не отмахнуться
и пойти искать словно воду, да, терять время даром. Но я аллегорически говорю, отпустите то, что уже завершилось. Тут не все от вас зависит. И, может быть, что-то нам дорого любимо, или мы хотим продолжать, а карта нам говорит, время пошло, песочные часы. Здесь не будет красок. Все яркие краски – это цветы на погосте. Врата открыты, ничто вас не держит. И это карта трансформации. Это перерождение, это рождение чего-то нового. Но это вы будете совершенно как-то по-другому действовать. Я надеюсь, все правильно понимают, это не про смерть, но это какая-то ситуация в вашей жизни, которая, она уже завершилась. Но мы можем находиться еще вот в этих энергиях или пытаться, вот как, кстати, Солнце в Деве до 22 сентября, вот это критическое мышление, мы можем находиться, с одной стороны, нам помогает этот транзит, мы именно критично видим ситуацию, но здесь может быть такой перфекционизм, когда мы уверены, что вот нужно действовать так, а не иначе. И мы можем подзастрять в каком даже плане. Какой-то проект вы можете думать, дай-ка я еще раз попробую. Ну вот теперь я точно доведу до какого-то совершенства. И вы тоже потеряете время. Нам транзиты сентября месяца говорят, умей быстро переключаться. Переключаться – это не значит одно мы бросили и начали совершенно что-то с нуля. Переключаться я имею в виду, когда мы видим, что, вот какая-то песня не будет продолжена, да, ну или какое-то дело в данном, если мы будем продолжать в формате, мы не получим результата. А если мы несколько видоизменим наши методы, то тогда и возрождение нам уже как будто обещают. Вот тут, понимаете, увидеть как новую реальность в старых вещах. Вот может быть у кого-то и так. И это будет путь наверх, возможности. Вот, наверное, как только мы поднимемся с этого погоста, ну, я условно говорю, приблизимся, мы пока можем видеть вот в таких серых мрачных тонах, не можем решить какой-то вопрос. Но явно те есть вопросы в вашей жизни, которые нужно просто оставить. Что-то завершается, и мы на это не влияем. Но как только мы выходим за пределы вот этих ворот, мы видим, что, боже мой, да перед нами 1000 вариантов, 1000 возможностей. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые рыбы и рыбки. Я вас люблю, это правда. И я хочу вас поблагодарить за ваши волшебные комментарии, добрые, душевные, за то, что вы смотрите мои видео. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.